оператор. Тебя можно показывать на стриме? Может. Сколько там, 50 человек смотрит? 150. О, нормально. Что сегодня будет? Ну, как ты сказал, 2 топ-1, наверное. 3. Ладно, сейчас меня за базар потел. Ладно, должны сегодня взять 2 топ-1. Короче, вырваться на топ-1, топ-2 в таблице, да? Как бы ты на видео отвечал, уверенно. Топ-1 на топ. Чего ты там выписываешь по дружанию? А? Да, я просто... Шо? Ну что, готовы на сегодняшний день? Да, готово. Все будет ништяк, я надеюсь. И вам нужно вдвоем проходить вот сюда, вот в ЛГ, вот так вот. Пока Эйди только вот так, он Я за деревом, Эйди вас не еще видит накоцал. даже. Потом, Да. после емки, я Эйди накоцал. Вот вы проходите сюда в граунд, кидайте на них смоки и просто закрывайте, чтобы они не вошли в зону. Первая карта, у нас была супер удачная ротация через всю карту, то есть зона была супер-супер далеко от нас. Вот, мы сделали большую-большую ротацию, но потом мы ошиблись тем, что побежали пешком на фейзов. Потому что мы не знали о том, что они именно там сидят, вот, и ошиблись. В итоге как бы потеряли двоих сначала, нас разрезали, мы там уже решили взять машины, как-то поехать. Двоих потеряли, но двое выжили, а потом Вадим сделал что-то невероятное вообще. Красавчик вот. Убил его. Найс. Or at least are slightly weakened. But regardless, it's going to decide if they do want to kill Secret. They've gone after on the engine for their team. Na'Vi engaging now with others there. Stays with the SKS, takes one off the noggin. One goes down very quickly. Boston now looking for two, and it's a 1v1 situation, and it's not going to happen. Мы все правильно делали, просто и здесь мы не могли Мы вставать. могли вот так вот, как я ехал, вот так вот, еще дальше ехать, вот сюда выезжать, вот сюда, в эту же яму. Но это было ебаную. тоже сомнительно, потому Ну что... так фишка-то в том, что нас фейзы бы по нам закрыли, они знали бы о нас. Пожарки. Вот если бы фастфейс типа ушел из этого ангара сюда, вот, то мы просто перебежали сюда, а потом вернулись бы за тачками, если что. 19 уже стояли на этой позиции, в которой я хотел заехать. Видишь, здесь можно стоять. Но этот, Андрюха здесь сидел. Но, в принципе, перемещались так же, как в прошлые игры, также по праву ехали. Вовремя заняли гору сначала, собрали информацию, потом переехали на заправку. Саша Батулин предложил, мы согласились. В принципе, нам повезло, мы в нее заехали, сидели там несколько кругов, и вот под конец приняли решение занять камни, деревья на машинах, которые были на дороге внизу. Там совершенно укрытий других не было. Пожили некоторое время, сколько надо было, потом поотстреливали тех, что спускались с горы. Двоих понокали с Батулином, и третий из М19 разменял, к сожалению. Red 19, they crashed them. They went straight toward it. They wanted to be central, but it's Exhibit who's going to shut them down. CIS teams at it and at Старались жить, но под конец, к сожалению, я решил отойти, чтобы прожить по максимуму. Вдруг, если Шейда убьют, наверное, это была ошибка моя. К сожалению, не повезло насчет того, что прилетела хаешка к Шейду, потому что 1 секунда бы решила. Если бы хаешка взорвалась бы после 1 секунды, после того, как убили другие команды, мы бы заняли топ-2, а не топ-4. Справа, пикал уже! Вот тут, сверху Шейда. Сверху Шейда, типа. Вот где куст, дерево, видишь?
Remember, I just called this? Yamamoto is way over to Primorsko by himself. He's scouting for not string to go north, or at least be ready for it if it goes north. So we're talking 15 damage per second or taking. Look at MIP. And C9, they look like they're in position. MIP can help them. He knows Nerf's close. He's got to get the reload in. Low HP. Not sure that he's that aware. Хорошо сыграли, но... Все хорошо было. Давай. Да, было бы нас четверо. Всем привет! Сегодня третий игровой день. Вчера проанализировали все наши ошибки. Были очень обидные моменты. Несколько раз могли взять топ-1, но, к сожалению, немножко не хватило. Это зависит как и от индивидуальных ошибок, так и от макроперемещений, потому что иногда теряли игроков просто так. Сегодня, я думаю, у нас все будет лучше. Мы постараемся показать очень хорошие результаты. Так что, ребят, болейте за нас. Сегодня постараемся порадовать вас. Так, что произошло на первой карте в самом начале карты 1? На первой карте мы сделали хорошую ротацию, заехали слева на край, зона прокнула в лес, мы сначала заняли на краю гору, подчекали центр, увидели, что будка свободна, заехали в нее, а потом на следующий круг, когда он опять ушел, мы решили заехать в самый центр леса, в хорошую яму и оттуда играть. К сожалению, так получилось, что нас приняли непы, к тому же я еще и сбил молодого. Как это случилось? Но я съезжал с горы и на самом деле поворачивал направо и тормозил, и в этот момент молодой бежал прямо мне навстречу, а машина не тормозит с горки, и, к сожалению, попал под колеса. Вадим, ты подставился под машину или тебя он сбил? Виноват водитель. 50 на 50. Виноват водитель всегда. Как считаешь, если бы... Нам нужно было, самое главное, это поставить машины по-другому. Ну, то есть представить их деревьям, то есть чтобы мы свой компаунд выстроили там. Вот. А так у нас, по сути, были все машины разбросаны, и мы должны были просто лежать за деревьями. Вы не могли потом так... Ой, извини, на М19. Может бы они нас не смотрели. Ну, короче, лови тайминги. Ну да. Нет, я одного добил. Ну все, хае подняли. Хае подняли. Все, топ-10 было полностью. За 12. Ну вот было бы, если бы Just like that, he's being trained back. Вроде как перемещаемся правильно, смотрим позиции, куда мы едем, туда же и едем, да? Но, блин, почему-то... Ну, зона постоянно уходит от нас, к сожалению. Это, конечно, не причина, но, к сожалению, она уходит. И сталкиваемся с трудностями. Иногда файты проигрываем, иногда просто некуда въезжать. Позиция у нас пассивная, и мало игроков видим, которых можно убивать. Pachinki area is getting very messy. And Cloud9 is somehow getting kills on another.
Не, ну эта мета, она уже давно как раз грубые, которые стали потом на Нави, они как раз так и играли, всегда настреливали очень много фрагов, брали хорошие места. Так получилось. Сейчас состав поменялся, да, сейчас мы привыкаем друг к другу. Пока что не хватает немножко нам по файтам, поэтому и не удается столько настрелять. А ребята, которые вот Фейз, Ликвид, Клауда, они много настреливают. Ну, во-первых, они много вместе играют. Во-вторых, у них реально опытные и сильные игроки, и им это позволяет все это делать. То есть, я думаю, если нам дадут время, мы обязательно будем показывать такие же матчи. Тут все зависит от позиции. Если у тебя хорошая позиция, там типа на горе, то можно делать кучу киллов, добивать кого-то, еще что-то. А если ты сидишь, например, вот у нас был Мирамар, когда мы сидели на заправке внизу, там просто не было людей. Все стрелялись одни с одной горы, другие с другой. И в итоге мы киллов так и не набрали. Там у нас чуть-чуть, когда мы топ-2 заняли. Как-то вот так вот. Все зависит от позиции. До начала турнира, в принципе, те фавориты, о которых я думал, они, ничего не изменилось, они есть фавориты сейчас. То есть выделились команды Cloud9, вот это наполовину были темные лошадки, потому что они могли заиграть, могли нет, у них произошла замена, но это было усиление состава, к ним пришел профи из Гостов. А Фейзы Ликвида, они всегда стабильно и сильно отыгрывают, так что, по идее, ничего не поменялось. Ну, не удивили меня Ликвиды, Фейзы. Они всегда держатся в топах, Днепры неплохо играют, но пока они не близко к первому месту. Клауда не ожидал от них, но играют очень сильно, делают кучу киллов, 22 у них было, килла 20 киллов. Они очень уверенно идут, хотя у них по плейсментам первые 8 каток было не очень, и они где-то были в топ-10. Сейчас они сделали 3 победы, и куча топ-4, куча топ-3 там и т.д., и они вырываются вперед, и киллов у них много. Imagine if you're sitting on the back of this, you can actually gas it while driving in it. On his own, or was it just he was there for a while? He was there for a while. Kind of fun. На этот камень даже Джеймс не посмотрел, да? Ну, вот тут. Да никто не видел, что там никого нет. 3 грубые ошибки. Первая, то, что меня нокают. Вернее, самая главная ошибка, что мы не заезжаем сюда. Потом вторая ошибка, меня нокают. Третья ошибка, что я не еду первый. Да мы и так едем. Ну, мы раньше поедем. Вы понимаете, что мы едем с коллиматорами, с одной аптекой все время. Учитывая, что мы выезжаем поздно. Мы крутим по краю, то есть мы не встречаем команды в ближайшие минут 10. Мы летаемся так, что у нас коллиматор и одна аптека. Одна аптека, коллиматор, все. А мы не сократим тайминги, потому что нам все равно по низу ехать нам было. Oh my God! Yes, it's happened. That's amazing. And nothing goes with their territory. Сложно на самом даже подобрать слова по поводу сегодняшнего дня, потому что очень сильно не везло, и ротации не все получались. Мы не до конца знали, что делать, особенно я. В середине игр, там, 3-я, 4-я игра, я не до конца знал, что вообще нужно исполнять. Вот. В этом самая большая проблема. Очень сложно было построиться под эти зоны, и в целом как-то так, да. Мы заезжаем в центр, у нас, в принципе, хороший плейсмент тогда, но у нас очень мало киллов, и получается так, что это не до конца практично. Сложный очень день. В принципе, надеюсь, что завтра получится все гораздо лучше.